привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. И сегодня передо мной, сзади меня, два электросамоката от Kuga. Безусловный лидер продаж в своем сегменте Kuga M4 Pro и модель помощнее Kuga M5. И да, в этом ролике я буду их сравнивать. Хотя, возможно, многие опытные пользователи электросамокатов сейчас возмутились. Да что там сравнивать? Они же совершенно разные. Просто посмотрите на их технические характеристики, и так все понятно. Вообще-то, я тоже так думала, когда уже покаталась на этих и 2 десятках других электросамокатов. Но представьте себя на месте человека, который впервые сталкивается с таким электротранспортом, который хочет купить себе свой первый электросамокат и видел M4 Pro и M5 только на картинках. Конечно, такой человек может не в полной мере осознавать разницу между двумя этими электросамокатами, и поэтому периодически нас просили снять именно такое сравнение. Так что это ролик в основном для тех, кто только желает приобщиться к миру электросамокатов. Многие пользователи, если спросить, отнесли бы Kuga M4 Pro и Kuga M5 вообще к разным категориям электросамокатов. Но если разглядывать картинки в разнообразных интернет-магазинах, то этого совершенно непонятно. Для новичков внешне они могут казаться очень похожими. Понять их истинные габариты и возможности можно только сравнив обе модели на тест-драйве. Если вы проживаете в Москве и Московской области, то сделать это можно у нас в магазине. Ссылку на интернет-магазин с адресом и всеми контактами мы, как всегда, оставим в описании под этим видео. Но если у вас нет такой возможности, то смотрите ролик внимательно и до самого конца. M4 Pro – это универсальная городская модель. Он в меру мощный, средний по габаритам, не маленький, но при желании его можно поднять и занести в общественный транспорт или положить в багажник автомобиля. M4 Pro имеет мотор мощностью 600 Вт и может разгоняться до 50 км в час. Аккумулятор с напряжением 48 вольт в двух вариантах емкости. 13,5 Ах подойдет для поездок в городских условиях в пределах 30 км. К примеру, в Москве при интенсивном движении на людных тротуарах и с постоянными бордюрами и светофорами за день проехать 30 км не так-то просто. Но если вы катаетесь в небольшом городе или пригороде и вам нужно преодолевать большие расстояния, то присмотритесь к M4 Pro с аккумулятором емкостью 18 Ах. На нем возможно проехать до 55 км на одном заряде. Максимальный пробег у M5, казалось бы, заявлен не сильно больше – 60 км. Хотя аккумулятор емкостью уже 21 Ах с тем же напряжением 48 вольт. Но дело в том, что M5 намного мощнее, чем M4 Pro. В двух смыслах. Во-первых, конечно, тут мощнее мотор – 1000 Вт. Максимальная скорость заявлена 55 км в час. И во-вторых, что на мой взгляд более существенно, мощнее вся его конструкция. Тяжелая, мощная металлическая рама, полностью металлический батарейный отсек с крышкой сверху. Толстая пластина, усиливающая рулевую стойку. На этом самокате, если вы даже и влетите на скорости в бордюр, то сломаете скорее бордюр, чем рулевую стойку. К этой пластине крепятся парные амортизаторы, то есть подвеска достаточно упругая, чтобы выдерживать большой вес. Задние амортизаторы тоже гораздо мощнее и с толстыми пружинами. Над колесом мощный металлический багажник, который спокойно выдерживает мой вес и гораздо лучше защищает от брызг и грязи от заднего колеса. Сами колеса тут тоже мощнее. 11 дюймов с грубым внедорожным протектором, которому ни грязь, ни снег не помеха. И что важно, покрышки бескамерные. Проколоть их надо постараться. На M4 Pro все немножко поскромнее. Габариты поменьше, подвеска попроще. По 2 амортизатора спереди и 2 амортизатора закрытого типа сзади. Колеса диаметром 10 дюймов, тоже надувные, но камерные, с универсальным протектором, более подходящим для асфальта и сухих грунтовых дорожек. Правда, клиренс у M4 Pro оказывается даже больше – 13,5 см. У M5 картину немного портит задняя подвеска, которая выступает за нижний край батарейного отсека, и расстояние от земли до нее составляет 11 см. Но несмотря на это, все равно Kuga M5 в мире самокатов
Это такой внедорожник-бронетранспортер. У него, кстати, и грузоподъемность тоже самая большая среди других электросамокатов Kuga – 160 кг против 120 у М4 Pro. Но и весит он соответствующе. Вместе с сиденьем, которое также идет в комплекте, М5 весит целых 35 кг. М4 Pro в полном сборе весит 24,5 кг. И разница эта колоссальная. М4 Pro я могу спокойно поднять и занести в подъезд. М5 не просто даже слегка приподнять на бордюр. Поэтому, если вы живете в многоэтажке без лифта выше первого этажа, то 100 раз подумайте, а нужен ли вам такой самокат. А лучше вообще выбросьте его из головы и присмотритесь к чему-нибудь полегче. В остальном, оба самоката складываются для более компактного хранения. У обоих складные ручки руля и регулирующаяся по высоте стойка руля. Бортовые компьютеры тоже одинаковые, но отличается освещение. На новых М4 Pro основную фару стали ставить гораздо лучше, с 4 мощными светодиодами. На М5 фары по яркости оставляют желать лучшего. Но с одной стороны их 3 штуки, и с другой у 2 дополнительных есть режим стробоскопа, который однозначно сделает вас заметнее на дороге. Что из этого лучше? Ну, на вкус и цвет. Мне оценить сложно, потому что найти в Москве неосвещенную улицу – это надо постараться. А для того, чтобы оценить все остальное, самое время поехать кататься. Во-первых, очевидной сразу, с первых метров, стала разница в динамике. М5 ускоряется с такой силой, что аж отшатываешься назад. Причем даже на второй скорости. И бортовой компьютер у него отрегулирован гораздо хуже, чем на М4 Pro. Когда ты пытаешься чуть-чуть поддать газу, он сначала не реагирует на нажатие курка, а потом вдруг резко начинает ускоряться. Не скажу, что это критично. Просто не получается ездить так плавно, как хотелось бы. Хотя на тротуаре в плотном потоке людей это может быть потенциально опасным. Чуть резче ускорился и кого-то задел. Поэтому нужно быть очень аккуратным. М4 Pro едет плавнее и более предсказуемо. Да и в целом своими габаритами пугает прохожих гораздо меньше. При таком ускорении, как ни странно, максимальная скорость у М5 отличалась ненамного. С моим весом М4 Pro разогнался ровно до заявленных 50 км в час. М5 чуть-чуть не дотянул до заявленной цифры и разогнался до 53 км в час. С нашим оператором, который весит около 100 кг, максимальная скорость у М5 почти не изменилась. Он разогнался до 50 км. А вот М4 Pro показал результат значительно хуже. Всего 43 км в час. А при подъеме в горку, как это ни парадоксально, разницу в тяге и мощности заметить было еще сложнее. При старте с одной и той же точки самокаты показали практически идентичные результаты. Со мной оба самоката заехали без проблем. С нашим оператором въехать они не смогли, но по кадрам видно, что поднялись они примерно до одного и того же места. То есть в городских условиях разница между этими самокатами безусловно есть, но не то чтобы существенная. Кстати, стоит отметить еще то, что М5 при езде по ровному асфальту все равно не едет мягко и тихо. Резина сама по себе шумит, и из-за такого грубого протектора создается вибрация, которая передается на весь самокат. В то же время его мощная конструкция дает преимущество при езде по плохим дорогам. Будь то простой плохой асфальт с выбоинами, грунтовые проселочные дороги или лесные тропинки с корнями и кочками. Чем больше колеса, тем больше проходимость. То есть вы можете легко заехать на более высокий бордюр или переехать через ветку или корень, и при этом не переживать, что погнете вилку колеса или стойку руля. Ну и толстые бескамерные покрышки гораздо сложнее проколоть или повредить. М4 Pro все-таки, как ни крути, выдерживает меньшую нагрузку и требует более бережного отношения. А на влажной дороге вам еще и забрызгает всю спину грязью. У него не такая мощная конструкция, чтобы без проблем выдерживать разбитые дороги. Поэтому при постоянной агрессивной езде по кочкам он будет требовать более частого обслуживания. И стоит еще отметить, что для людей с большим весом от 100 кг и более предпочтительнее все-таки М5. М4 Pro, конечно, будет ездить с нагрузкой и 120 кг и больше.
Но скорость и дальность пробега будет уже значительно ниже заявленных значений. И при таких нагрузках износ у М4 будет больше, а срок службы, скорее всего, гораздо меньше. В итоге и на том, и на другом самокате вполне можно ездить и по городу, и по бездорожью. Разница по мощности и скорости у них не столь уж принципиальна. Но М4 Pro все-таки больше рассчитан для городской среды. По асфальту он едет комфортнее. К тому же его можно без проблем поднять и занести в подъезд, автобус или погрузить в багажник автомобиля. М5 гораздо более надежный и проходимый на бездорожье. В городе он чуть менее удобный, чем М4 Pro. Но с другой стороны, в любых условиях он позволит вам меньше беспокоиться о его состоянии и обслуживании. Танки грязи не боятся – это как раз про него. Но стоит рассматривать его только в том случае, если вам не придется таскать его по лестницам. Иначе вы скорее захотите прогуляться пешочком, чем вытаскивать этот самокат на улицу. Поэтому выбор стоит делать в первую очередь, исходя из ваших условий и возможностей. Не всегда то, что больше и дороже, для вас будет лучше. На этом у меня все. А вы делитесь своим мнением в комментариях. Ставьте лайк этому видео за проделанную нами работу. И подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе новостей от Kuga. Они обещают нам, что скоро их должно быть много. С вами, как всегда, была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!